Доброе утро, Ангелар, вернее, добрый день. Спасибо, что так быстро ответили на мой запрос. Повторю свою тему. Значит, мне интересно, как люди в Краснодарском крае, волонтеры, гражданские активисты, э, без взаимодействия, скажем так, без указания власти, проявляют свою активность, что-то делают. И вот мне подсказали, что вы возили волонтеров в Анапу и занимались там уборкой территории, были причастны, короче, к ликвидации чрезвычайной ситуации. Первый вопрос. Что вас сподвигло к вот этим действиям? Почему вы решили этим заняться? Ну, смотрите, я вообще родился в Новороссийске, жил в Анапе до 2009 года, в Анапе я прожил. А потом я в Анапу вернулся, прожил там с 2017 по 2021 год. Вот, в 2021 году я переехал жить в Адыгею, ну, в горную местность. Как бы город для меня, ну, близкий, родной, да. М? А, и вообще моя сфера деятельности так или иначе затрагивает вопросы экологии. У меня есть такое добровольческое некоммерческое объединение, называется оно «Экоактивисты Адыгеи», основано от Русского географического общества. Я сам являюсь председателем Пятигорского отделения Русского географического общества. Вот. И когда эта ситуация произошла, естественно, как бы я говорю, ребят, давайте дружненько соберемся, я говорю, поедем, ну, отреагируем на это, то есть, ну, чем сможем, тем поможем. Потому что у меня там в Анапе живет товарищ, друг, который также является членом РГО. Я с ним созвонился, он говорит, слушай, говорит, ну, он говорит, на пляже, говорит, нет никого, кроме волонтеров. Ну, это вот первые дни, когда катастрофа произошла. Вот, мы собрали большой гуманитарный груз. В общей сложности мы их, сейчас скажу, 5 поездок у нас было гуманитарных. Мы за все время вот пять грузов сформировали. Собрали мы в общей сложности на 1 миллион 600 тысяч гуманитарного груза. То есть это там всякие респираторы, защитные костюмы, перчатки, лопаты, сапоги резиновые. Ну вот все, что, короче, нужно именно для ликвидации. Вот возили и я начал собирать людей в Адыгее, ну, тоже неравнодушных, кто со мной выходит на всякие эко-субботники. Мы периодически выходим здесь по горам, по лесам, устраиваем, ну, уборки, там тропы туристические убираем, мусор собираем. Я кинул клич, я говорю, ребят, давайте соберемся. Вот, ну, нанимали транспорт, приезжали, размещались там в Анапе. Вот, и делали уборку сколько могли. Ну, понятное дело, что первое время там было, ну, прям когда вот основной выброс был, там получалось так, что, например, у меня команда 30 человек на пляже работает, вот, ну, я сам ее, получается, как бы без дополнительного координатора сам беру под руководство и выхожу. Мы там за рабочий день собирали по 40, по 50 тонн М. объемы. То есть, ну, как бы сейчас, понятно, люди, кто работает, да, там, ну, уже объемы значительно меньше, потому что уже фракция мелкая, вот такая, как горошек. Ну вот, то есть тогда было, ну, легче ее условно собирать, потому что это были целые пласты. Но первое, что меня удивило, когда мы туда приехали, я выхожу на пляж, я общаюсь с людьми, и там, ну, я не встретил ни сотрудников там администрации или там каких-то муниципалитетов. Вот, чисто волонтеры там, ты откуда? Я из Питера, ты откуда? Там, я с Воронежа, там, кто-то с Хабаровска. То есть люди со всей страны ехали, помогали, работали, и это было дружно, организовано. Присутствовал такой вот именно вот этот запал, дух вот этот вот, да, волонтерский. То есть ты чувствуешь, что вот вся страна объединилась, да, люди работают. Это было очень приятно, это был очень интересный опыт. Мы проработали, получается, в этом направлении весь январь. Потом у нас были гуманитарные поездки. Вот последняя гуманитарная поездка у нас была пару недель назад. Мы отправили гуманитарный груз на штаб «Дельфины», который находится уже в Темрюкском районе, Мгм. поселок Волна. Вот туда гуманитарку доставляли. Вот. А активные поездки, именно волонтерские, у нас были до того, как там начался весь вот этот сырбор, дележка, где администрация работает, где не администрация. До того момента, пока начали щемить волонтеров, то есть мы ездили туда весь январь месяц, Вот работали. понятно. Вот как раз вы к этому сами подошли. Спасибо вам за это. Как вам показалась власть?
отнеслась к тому, что люди сами, без какой-то команды, без какого-то там, знаете, принуждения или понуждения, люди сами приехали, как к этому власть относилась, и были ли эпизоды, когда на волонтеров оказывалось какое-то давление? Ну, я думаю, что многим известен эпизод, штаб был такой, назывался Шлагбаум, вот, на Бугатской косе. Это был крупнейший добровольческий именно штаб, который был самоорганизованный, его называли стихийный штаб, его организовали местные жители, мы работали с этим штабом тоже. Я как понимаю, что туда в итоге спустя время начали, как это правильно выразиться, произошли попытки интегрировать туда структуры вот, ну, местных органов там, самоуправления, да, чтобы штаб перешел под управление партии «Единая Россия». Вот. Насколько я понимаю, ну, потому что на тот момент я уже перестал с этим штабом работать, там начался какой-то сыр-бор, они начали там разбегаться, расходиться, и через несколько дней после этого происшествия происходит сильнейший пожар, все сгорает, весь штаб сгорает, вот, ну. А я потом как бы, ну, списывался, созванивался с ребятами, я говорю, что, как дальше будете работать? Они говорят, никак мы работать не будем, мы прекращаем свою работу, это неблагодарное дело. Потом я уже начал как бы дальше с другими ребятами, да, там с кем успел познакомиться, созваниваться, общаться. Мне объяснили так, что происходит своего рода принуждение, что первое, ты должен обязательно стать на учет в штабе администрации, Мгм. потому что ты туда числишься за администрацией, что тебя координирует и ведет администрация. И цель такой структуры организации работы заключалась в том, что существует приказ, да, там президента. Президент говорит, проблему ликвидировать. На ликвидирование проблемы выделены деньги. Там выделено там, бюджет, там, миллиарды рублей, там, губернатору дал распоряжение. Губернатор, естественно, это распоряжение отправляет вниз, ну, в органы местного самоуправления, там, мэру. И для того, чтобы те, кто на низах находится, чтобы им отчитаться, им нужно, чтобы типа это их люди работают, что это они организовали, они реализовали, чтобы себе галочку поставить, там, это мы убрали там 500 тонн, например, там, мы почистили 2 километра пляжа. Вот, а не какие-то там добровольцы-волонтеры. Поэтому их начали потихонечку, ну, сейчас, секундочку, у меня там жена в дверь стучится, Да. пришла. Вот. Вот. Их, короче, получается, ну, таким образом начали как бы, ну, поджимать и навязывать свои правила игры, да, и не каждому человеку это понравится, по-любому. Почему? Потому что были люди, которые были бизнесмены, которые вкладывали свои деньги в организацию этих добровольческих штабов, приличные деньги, хорошие суммы, то есть там были миллионные расходы. И тут приходит какой-то человек, который говорит, теперь я здесь хозяин, я здесь буду рулить. Естественно, людям, которые, ну, выделили там свои помещения, деньги, бюджет, им это не понравится, они скажут, почему мы и так сами справляемся, сами прекрасно работаем, почему мы должны под кого-то плясать, и вы нам будете, ну, что-то указывать, где нам можно работать, где нельзя работать, что нам можно говорить, что нельзя. Потому что по факту картина была какая? Мы видим в сводках новостей, там, например, что выделено 200 тракторов на пляж вышло, да, там убирать этот мазут в мешках, а по факту мы выходим на пляж и видим на участок в 3 километра один трактор. Один. Не 200, один Мгм. всего. То есть, ну, как бы, мы прекрасно понимаем, что как бы, например, тот же самый губернатор края, да, там, или вышестоящие там, они этого, естественно, всего не видят, не знают. Им там какой-то там мелкий чиновничек, там, который, ну, находится в самом низу пищевой цепочки, докладывает наверх, что да, мы там сейчас все разгребли, все убрали, наших там 25 тысяч волонтеров. Ну, и нам, соответственно, это будут все публиковать, рассказывать, что вот картинка выглядит вот так, лишь бы только спасти сезон и чтобы сезон случился. Но все прекрасно понимали, что сезона не будет в любом случае. Все эти миллиардные инвестиции, они в любом случае не оправдаются. Естественно, приехали частники, приехали люди, у которых есть там лаборатории, доступы к каким-то институтам, начали брать пробы воды, анализы песка, то есть, ну, вне Роспотребнадзора, я имею в виду. И, естественно, было установлено, что там уровень токсичных веществ там превышает в сколько-то раз там какие-то там все допустимые и недопустимые нормы. Я сам в солнечные дни выходил на пляж еще, получается, вот в зимнее время, там плюсовая температура, образно говоря, там градусов 10-15, например. Запах вот этих вот бензолов,
токсичных, да, выделений, стоял за километры от пляжа. То есть и все прекрасно понимали, что лето начнется, жара начнется, все будет, ну, это все начнет всплывать, таять, что сезона не случится. Но деньги нужно было отработать. Потому что везде, Понятно. где стоит То есть, вопрос денег, я понял, это ситуация, что власти хотели себе присвоить чужие заслуги. А что за... И спасибо, что сказали про пожар, это был мой следующий вопрос. А что за история с птицами, с чиновником, который орал благим матом на волонтеров, приехал из края? И вообще вот это вот очистка птиц, перетягивание канатов, забирание этих птиц, вывоз их куда-то. Что это? Вот вы можете мне пояснить было? ну, тут все тоже достаточно просто. Все достаточно просто. Смотрите, вообще, как и в любой системе, когда выделяются средства, там бюджеты, да, там миллиардные, да, естественно, там идет, ну, то есть их сегментируют, и вот, например, какая-то часть этой суммы уходит на содержание флоры и фауны, там, краснокнижных каких-то птиц, которые живут только на этих лиманах, и существует предварительная смета, согласно которой там поимка этой птицы, транспортировка этой птицы, отмывка, содержание, питание, работа орнитолога, место в приюте, короче, все это стоит, там, условно говоря, там 50 тысяч рублей. Одну птичку спасти 50 тысяч. Учитывая, что там ежедневно отлавливались сотни голов, ну, сумма, естественно, там нули прибавляются, то есть это миллионные обороты ежедневно. И, конечно же, это кто-то делает это от души, от чистого сердца, но мы прекрасно понимаем, что всегда найдется человек, который захочет на этом заработать, да, который захочет что-то с этого поиметь. И, конечно, ну, никто, ни губернатор, ни президент этих вещей контролировать не будет, он же не будет лично там бегать, проверять, как там все это на самом деле. Какой-то очередной умник решил, что ему нужно все это взять в свои руки, да, что только он должен это контролировать, были даны распоряжения, птиц у всех добровольцев отобрать, у всех добровольческих штабов отобрать, их нужно было разместить только в подконтрольных штабах. Естественно, подконтрольные штабы, которые находились в Раванавском районе, не позволяли вместить в себя такое количество птицы. Их начали увозить в сафари-парк, часть начала уходить на Сочи. Ну, в Сочи, кстати, Сочинское географическое общество, СГО, они вообще красавчики. Вот там вот реально ребята вот от души работают, то есть они делают это вот, ну, вот по зову сердца, да, то есть там у них финансовой составляющей не было. То есть они были готовы принять сколько угодно, откуда угодно. В Ставропольский край птицу везли. Естественно, тяжелая птица не доезжала никогда, то есть это все тяжелые, ну, час-два она выдержит транспортировку, дальше птица просто погибает. Но фишка заключалась в том, что так как изначально вот этой всей логистики не было налажено, все же вот эти вот мелкие сошки хотят отчитаться наверх, сказать, что типа мы вот такие молодцы, мы все сделали, получается там был такой концерт, зовут губернатора, губернатор должен был приехать, и ему нужно было пустить пыль в глаза, сказать, что вот смотрите, какие мы молодцы, мы вот тут новый штаб организовали, и они организовали этот штаб на территории пансионата. Там было техническое помещение, то ли оно под столовой, то ли над столовой находилось, я вот, ну, вот этого, да, под столовой находилось. И он приезжает, телевидение показывают, как все оборудовано, все красиво, все хорошо. На самом деле это помещение в аренду предоставили на сутки. И Мгм. волонтеры даже этого не знали, которые просто вот обыкновенные добровольцы, девушки, которые мыли там птицу, в том числе и наших два волонтера там было, они знать этой картины вообще не знали. То есть им сказали переехать, они переехали, они сутки не спали, они сутки перевозили эту птицу, лекарства, все там обустраивали. Еле на ногах стоят вот так вот, глаза там спички вставляют, ну, чтобы просто не рухнуть. Мгм. Приезжает губернатор, они такие, ну вот, наконец-то у нас нормальное помещение, ну, проветриваемое, все как положено, по всем требованиям. Все, губернатор уехал, телевидение уехало, ему, получается, ну, по ушам проехали, ну, главному, да, губернатору, все, отчитались, все. Тут заходит, короче, получается, владелец этого помещения, вот этот человек, который матерится на видео, это владелец помещения. Мгм. И он начинает такой, у вас полчаса, чтобы покинуть до полуночи это помещение. Вот, естественно,
ну, девчонки не растерялись, начали снимать все это на видео, это все начало разлетаться по пабликам, по социальным сетям, начался кипиш, то есть каждый, вот, ну, я имею в виду, люди начали звонить кто куда может, я тоже на это подкинулся, то есть начинаю, то есть по своим каким-то, ну, каналам связи, то есть пытаться выйти на администрацию региона, ну, и получилось так, что в конечном счете информация очень быстро доходит до зама губернатора, принимаются меры, и через несколько часов приезжает, получается, там, я фамилию забыл, депутат местный, такой активист, короче, тоже, и приезжает через несколько часов, получается, уже, ну, утром с администрацией губернатора решать этот вопрос, типа, что за кипиш, из-за чего случилось, им объясняют ситуацию, что нас выселяют, а человек, который хотел их выселить, он уже-то хвост поджал, понял, что все, волна шума пошла. И Мгм. он тут же выделяет им новое помещение. Ну, Там же. в соседнем, да, в соседнем здании. Вот, естественно, помещение, ну, в гораздо более плохом состоянии. Вот, ну, они там на скоряк там пытаются постелить линолеум, там, известью пройтись по стенам, там, побелить там вододисперсионной краской, да, ну, чтобы хоть как-то, что-то как-то. Короче, с горя пополам, все-таки там им дали сутки, еще сутки там это помещение приводили в порядок, короче, переселяют их. Вот, но сама ситуация, она была и не единичный случай вот таких вот разных кипишей с этой птицей связанных. Сама ситуация показывала что? Что конфликт между органами власти и между добровольцами и волонтерами существовал именно на вот этом нижнем уровне. То есть вот, ну, на уровне вот этой местной прослойки небольшой. Почему? Потому что высшее руководство, оно не может быть настолько вовлечено в процесс решения этой ситуации, этой проблемы, да, им доложили, они все, ну, то есть их задача, как говорится, подписать документы, выделить деньги и дать распоряжение. А вот все, кто на местах пытались на всем этом заработать, это та же самая история, как с утилизацией песчано-мазутной смеси, когда ее вывозили в поселок возле Анапы, Мгм. полигон сделали в жилом районе, да, ведь получается как, что частное лицо, которое вывозит этот песок, это обыкновенный подрядчик, который заключил договор с администрацией там, на вывоз и утилизацию, допустим, 1000 тонн песчано-мазутной смеси. И каждая тонна стоит там, ну, 10 тысяч рублей, например. Да? То есть сумма большая, там, ну, там, на 100 миллионов, например. А по факту они просто песок вывозят, ну, чтобы бабки списать и все. И вот везде началась такая катавасия. То есть везде, где есть момент, на котором можно заработать, находится какой-то мелкий чиновничек, который пытается запустить свои щупальца, навязать свою власть. Соответственно, волонтеры в этих местах разворачивались просто и уходили. Потому что изначально туда пришли люди работать за бесплатно, просто от души делать свою работу качественно, а не устраивать фотосессии на пляже. Потому что у меня как вот тоже в команду пришел человек, который выезжал с администрации работать на уборку пляжа, то есть муниципалитет организовывал такую уборку, они приезжают на автобусе, их привезли, они приехали, ну, как говорится, обойдемся без названия города, вот, чтобы человеку по шапке не прилетело. Они выходят на пляж, им выдают новые костюмы, респираторы, сапоги, лопаты в руки. И говорят, просто вот ходите оттуда до туда. Весь день, говорит, мы вас фотографировать будем. Они говорят, а собирать мазут, говорит, ничего не надо собирать, просто ходите, мы вас фотографировать будем. Мгм. Оказалось, что на каждого волонтера ежедневно выделяют 3000 рублей. Ну, на вот его транспортировку туда-обратно, питание, вот это вот все, то есть как бы. И получается вот этих вот, ну, 50 волонтеров на 2 автобусах, да, они просто приехали впустую, их пофоткали, ну, для отчетности, что они там были, якобы что-то убирали. Ну, человека, естественно, это очень возмутило. Человек связался со мной, говорит, хочу вашу команду, потому что знаю, что вы работаете. Ну, реально убираете. Мгм. Я говорю, да, мы работаем. Я говорю, но мы работаем не на центральных пляжах, потому что я говорю, с администрацией я там не собираюсь бодаться за лопату с мешком. Я говорю, мы уходим подальше от центральной зоны. Я говорю, убираемся там, где нету администрации. Я говорю, все. Ну, вот там, где реально нужно убираться. Вот Понятно. так и получилось. У меня очень быстро команда волонтеров выросла, ну, я имею в виду, набрала массу, за нами пошли люди, которые вот именно хотели реально что-то делать, А, а не вот это. Ангела, расскажите, пожалуйста, я уже понял из вашего рассказа, что ваша сила, сила волонтеров была в публичности. Вот давайте чуть-чуть побольше про это поговорим.
Как много вы видели ресурсов и как власть относилась, ресурсов в смысле в социальных сетях, публикациях на эту тему, и насколько вы считаете, власти были неприятны публикации, насколько они хотели контролировать, что вы пишете и что вы говорите о ситуации на местах. То есть хотели ли они вас загнать в рамки и в этом поле, в поле публичности, чтобы вы, допустим, публиковали только то, что вам согласуют, чтобы вам навязывали повестку, где и как, что писать, чтобы вы, допустим, через какую-нибудь пресс-службу работали. То есть, насколько они хотели замолчать ситуацию, как она есть на самом деле, и навязать вам удобную для них информационную повестку. Ну, я объясню как. Это был единичный случай, единичный. А со мной, получается, на штаб поехала съемочная группа телеканала ГТРК, ну, Россия-24. Мгм. Вот. Мы поехали, получается, ну, они сами провели 2 дня, работали, но это были репортеры, то есть, ну, съемочная бригада из самой Адыгеи. Соответственно, органы власти Адыгеи, ну, им вообще это Анапа, ну, они там ничего, как говорится, никаким краем боком, поэтому со стороны властей Адыгеи никакого вмешательства. То есть они, ребята, едьте, снимайте, показывайте, что Как волонтеры есть. Адыгеи. Да, то есть они говорят, ну, то есть они поддержали. То есть, вот, ну, никаких претензий к властям Адыгеи, то есть, ну, а потому что там их интереса и нету, как говорится, Мгм. что-то умалчивать. Понятно. Мгм. Мы приезжаем на место, мы начинаем съемки в самом штабе, и там в штабе есть координаторы. И получается мы, ну, то есть репортер, который с нами был, начинает брать интервью у координаторов, и координаторы поясняют, что они, к сожалению, последнее время, уже как несколько недель, контролируются. Говорит, нас, говорит, контролируют люди, и вот так 2 пальцами по плечу Ага, показывают. понятно, да, да. С погонами. Да, говорит, мы, к сожалению, говорит, не можем говорить, ну, то, что хотелось бы, типа, в камеру. Вы понимаете, говорит, если вы это в эфир пустите, говорит, нам хана. Ну, типа, ну, вот. Ну, репортер это тоже все прекрасно понимает, она говорит, хорошо, и задает вопросы, и они прям бедолаги мнутся, то есть вот им говорят, типа там, а сколько людей к вам приезжает, а сколько того, а помогает ли вам администрация там. И они аж прям бедные вот так вот, ну, прям не знают, что ответить так, чтобы вот это было и не остро, и чтобы по шапке за это не получить. То есть уже получается на момент второй половины января месяца, ну, месяц как прошла катастрофа, уже на тот момент на добровольческий штаб началось какое-то, получается, ну, оказываться там, получается, воздействие, скажем так, да, не будем называть его давлением, воздействие оказывается, да, для Мгм. того, чтобы руководители этого штаба говорили то, что угодно власти. Я ребят, конечно, понимаю, я понимаю, что у каждого там есть семьи, имущество свое, то есть, ну, они переживают, боятся, по-человечески их понимаю. Понимаю, с одной стороны, почему так вели себя местные органы власти, потому что очень многие боялись паники, ну, раздувания вот этой паники лишней, да, какой-то вот, ну, потому что сами не знали, как до конца на это реагировать, какие меры принимать и как это все ликвидировать, а бюджет региона напрямую завязан на курортном кластере, да, то есть, ну, Мгм. курортная среда, и, естественно, это миллиарды ежегодно, и они понимают, что если они сейчас потеряют сезон, они потеряют, ну, миллиардные прибыли, а это огромный процент местного населения на этом зарабатывает, то есть там начнется целая просто вот цепная реакция. Они пытались эту цепную Все реакцию как-то, понятно, ну, да, да, да. И да. И вот тут как бы палка с двух сторон. С одной стороны осуждаю, с одной стороны осуждаю. Почему осуждаю? Потому что можно было собрать объективный доклад, именно объективный доклад об обстановке, сделать объективный, получается, этот доклад донести до высшего руководства региона, государства, то есть Владимиру Владимировичу, губернатору Вениамину Кондратьеву, запросить у государства, например, соответствующие технические возможности, то есть это помпы откачивающие, вибросепараторы, грузовики, РХБЗшников, там 10 тысяч человек, армию пригоните туда, МЧС сгоните с нескольких регионов.
Ну, в общем, сделайте все как положено, да, то есть, ну, признайте саму ошибку, да, там скажите, да, вот мы, короче, Ну, дали это неверную оценку. понятно, Ангелар. Позвольте, я уконкретизирую. Когда вы там были на месте, или, может быть, по рассказам других людей, были ли замечены вами или другими, может быть, вы знаете, работа, допустим, Черномортранснефти, или Роснефти, или Каспийского трубопроводного консорциума. То есть я называю организации, которые должны уметь работать с разливами нефти, потому что они занимаются транспортировкой и перевалкой нефти. И были ли там, как вот вы правильно заметили только что, представители войск химической защиты или большое количество МЧС, то есть кто-то не волонтер, кто бы занимался централизованной массовой уборкой этого мазута из связанных Ну, с властью организаций. что я видел? Я видел получается, ну, Анапа представляет из себя такую полубухту, да. Я Мгм. видел корабли, на которых работали, получается, ну, сотрудники МЧС, которые обрабатывали этим Абсорбент. сорбент. Да, 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 видел. Я видел как бы большие палатки МЧС именно на центральном пляже. На Мгм. тех участках, на которых работали мы, то есть это сама Бугасская коса, это все, что в сторону штаба Дельфины, поселка Волна. То есть там МЧСовцев я не видел, ну, честно, ни разу. Мгм. Один единственный раз МЧСовцы проезжали нам навстречу, потому что там какая-то важная шишка ехала, они должны были проехать, проверить, посмотреть, что все соответствует, ну, как бы нормам там, безопасности, организации. Вот. То есть, как бы я понимал, что, ну, на тот момент, если и присутствовали какие-то, ну, я имею в виду, вот МЧСовцы, да, большие палатки стояли, они были все сконсолидированы в зонах центральных пляжей, то есть Пионерского проспекта, самого Анапы, то есть на периферию они еще на тот момент не вышли. Мгм. Вот. Но так как вот эта катавасия началась непонятная, дележка за власть между местными князьками, я же поэтому, как говорится, и вышел из всего этого, ну, я имею в виду, перестал, как говорится, ездить туда, потому что, думаю, сейчас начну помогать одним, стану плохим для других. Ну, думаю, нафиг оно мне нужно, просто буду возить гуманитарку, и бог бы с ним, с этими волонтерами. Ну, я имею в виду, наши ребята и здесь прекрасно себе работу найдут. Мгм. Вот. То есть я лично за то время, которое я там провел, за те километры пляжа, пройденные пешком с лопатой на перевес, не увидел там сотрудников МЧС. Один раз машина, вот эта вездеход, который по песку ездит, нам навстречу проехал, а мешки пустые нам раздавали. Понятно. То есть Вот, МЧС. больших сил и средств МЧС, допустим, российской армии, каких-то организаций вы не увидели, только на центральном пляже за то время, пока вы там были. Только на центральном пляже, ну, только на центральном пляже, потому что, опять же, это же, образно говоря, фотозона. Ну, то есть Картинка, я телевидение. понимаю, да. У нас просто все меньше и меньше времени, поэтому позвольте спросить, я видел в СМИ публикации о том, что волонтеров останавливали, допрашивали и угрожали им преследованием. Вы с чем-то подобным сталкивались или слышали? Мы лично, ну, с каким-то именно там угрозами, преследованием в свой адрес не сталкивались, потому что я придерживаюсь политики невмешательства. То есть я стараюсь острые вот эти моменты, ну, то есть как бы, если я понимаю, что там вот на этом штабе будет сейчас какая-то катавасия, ну, знаю, я же мониторю тоже, вот, я Мгм. туда людей не повезу, потому что зачем, ну, ладно, хорошо, я руководитель там, зачем обыкновенному человеку, да, вот волонтеру, вот эта головная боль. То есть я сначала предварительно договариваюсь, я звонил на штаб, я говорю, вы нас примете? Да, примем. Жилье для нас есть? Да, есть. Работа для нас есть? Да, есть. Я говорю, завтра будем. Все, мы приезжаем, там отрабатываем свои несколько дней, уезжаем обратно. Ну, то есть, как говорится, я старался вот, ну, вот по мягенькому везде пройти, да, то, что вот без острых углов, без ничего. Сначала предварительная договоренность, потом уже, ну. Ну и опять же, я же говорю, я работал на периферии, поэтому, наверное, мне повезло в этом плане, нас, ну, не Вас не трогали. трогали. Понятно. Скажите, пожалуйста,
вот вы представляли организацию, насколько я понял, экоактивисты Адыгеи. Это ваши были волонтеры. А какие-то на слуху, возможно, есть организации, которые еще, ну, централизованно поехали туда? Ну, вот вы мне положительно отозвались о русском географическом обществе, хотя бы вот в Сочи, да? Кто-то еще Ну, вообще, туда? как бы, русское географическое общество очень интенсивно там работало, и московское представительство, Мгм. и Краснодарское региональное, то есть они туда много людей отправили. Я знаю, что местные санатории, большие санатории, там же есть санатории по несколько тысяч человек, которые заселяют, у них очень большой штат сотрудников, там по 50, по 100 человек обслуживающих персонал. Да-да-да. Они собирали их и тоже прям очень организованно работали. Ну, то есть я имею в виду местные, то есть Да, выходили да, на я пляж понимаю. учить. Вот. Насколько я знаю, что получается по краю, вот именно вот краевые, да, то есть там Новороссийский, там разные предприятия крупные, портовые, да, то есть тоже большое количество сотрудников выделяли, техники, ну, потому что Новороссийск город промышленный, техника промышленная есть, люди есть в масштабе, предприятия оттуда были, потому что я даже замечал людей в спецовках, ну, вот в синих вот этих спецовках, то есть вот, ну, там, как вот там Новороссийский там Да, морской да, я порт, понимаю, да. да, то есть как бы организации и предприятия какие-то присутствовали. Я знаю, что Рудомаха тоже организовал туда волонтерскую, ну, миссию. Не стал вообще никак туда, хотя было желание и с ним познакомиться лично, пообщаться, вот, но не стал никак туда лезть, потому что там опять началась какая-то катавасия с птицами как раз-таки на Пионерском проспекте. Он там, я думаю, не, ну его нафиг, сейчас просто, ну, как говорится, не хочу и мнение о человеке портить свое, и мне эти лишние нервы тоже не нужны. Думаю, как-нибудь удастся, может быть, познакомиться при других обстоятельствах. Вот. Но в целом, да, организации общественные участвовали, потому что Лиза Алерт, я знаю, направляли туда волонтерскую Мгм. миссию. Лиза Алерт направляли. Знаю, что какое-то военно-патриотическое, вот типа там Союз ветеранов России, Мгм. тоже направляли туда свои миссии. То есть как бы отзыв был, просто кто-то ехал прям напрямую самостоятельно, вот как мы, а кто-то ехал промежуточным звеном через администрацию. То есть они сначала связывались с администрацией, договаривались, регистрировались там, ну и уже ехали, работали тогда, ну, Понятно. А еще, кстати, хочу отметить хотел, да. когда наконец-то начала налаживаться более-менее вот эта работа между местными органами власти, да, администрацией и волонтерами, да, добровольческими штабами, а администрация начала выдавать на волонтерские штабы промокоды Яндекс, Яндекс Жилье, Яндекс Питание, Яндекс Такси. Ну, потому что сама организация Яндекс выделила хорошие деньги на это все, то есть, ну, на помощь Анапе. Мгм. Вот, и получается, вот мы приезжаем, ну, нам нужно жилье. А, мне дают промокоды, там, например, там сколько-то штук, каждый промокод на 5 000 рублей. Вот, для того, чтобы я мог свою бригаду расселить по этому промокоду в каком-нибудь отеле, гостинице. Мгм. Но этим всем уже руководила на тот момент администрация. То есть они, то есть как бы вот сначала была вот как температура, лихорадка, да, то есть конфликт. Потом потихоньку начали где-то притирочки, какие-то точки соприкосновения появляться. Потому что они увидели, что новогодние праздники пошли, пошел отток, волонтеры начали уезжать. Они видят, что просадка бешеная, то есть количество волонтеров меньше стало в разы. И им надо как-то вот этот контакт дружественный с добровольцами, ну, налаживать. И они пошли уже на какие-то точки, ну, соприкосновения. Ребят, мы вам это дадим, ребят, мы вам это дадим, Понятно. давайте. То есть вот такой момент. Понятно. И в завершении у нас осталось 5 минут. Подскажите, пожалуйста, вот как вы думаете, вот эта анапская трагедия и волонтеры, координаторы, которые участвовали в руководстве штабами, они смогут дальше вот, скажем так, в таких структурах существовать? Или органы власти взяли их, что называется, на карандаш, и те, кто был суперактивный, будут их, ну, скажем так, отслеживать? То есть, насколько власть положительно отнеслась к самоорганизации людей, и будет ли она в дальнейшем
рада такой самоорганизации или наоборот будет стараться все взять под контроль, чтобы ничего там не происходило без указаний? Ну, у Ну, нас там, по-моему, 4 минуты осталось. Да. с точки зрения системы, с точки зрения системы, любой лидер, который не дружит с системой, это антилидер, он представляет собой угрозу. Поэтому, естественно, власть всегда будет пытаться как минимум договориться с сильными лидерами. И те штабы добровольческие, которые сейчас на данный момент работают, это те штабы, которые уже как бы договорились с администрацией, все-таки нашли какие-то точки соприкосновения для того, чтобы их не уничтожили, скажем так, в каком смысле, юридически не уничтожили. Почему? С одной стороны, я поддерживаю сейчас ту позицию, которую пропагандирует местное самоуправление. Почему? Работа должна происходить согласно требованиям безопасности, там, о токсичности. И поэтому правильно сделали, что везде поставили палатку МЧС, надзирающих из МЧС поставили. Мало ли, человек отравится, там, отек квинки у него произойдет, еще что-нибудь, нужна срочная медицинская помощь. То есть вот тут правильно. Я за то, чтобы власть давала возможность добровольцам самореализоваться, но и также за то, чтобы лидеры этих добровольцев, чтобы им хватало ума и амбиций, что все-таки с властью можно договориться на вот этом уровне, типа я тебе полезен, поэтому давай дружи со мной. Тогда и я буду делать красиво, и у тебя все будет хорошо. И Мгм. тогда вот возможно какой-то вот ну, полезный союз. И я вижу, что такие как бы моменты начали появляться, потому что, например, глава сельского поселения, там местный, да, там где стоит этот волонтерский штаб, договорился с волонтерами, все нормально, да, то есть и уже говорит, я с мэром сам договорюсь за вас, ребят, не надо вам, то есть, ну, вы работаете спокойно, вы хорошие ребята, потому что он понимает, что ему надо этот пляж почистить, потому что туристы поедут, будут отдыхать, то есть, ну, все-таки адекватные представители власти в Анапском районе и в Краснодарском крае, очевидно, есть. Я сам за этим наблюдал, слышал, смотрел в интернете, был подписан на таких ребят. Адекватные чиновники есть. Они вот, ну, понимают обстановку, то есть думают, да, с волонтерами надо дружить. И они наконец-то, ну, то есть как бы подружились, Понятно, дружат, понятно. помогают. А в завершении, позвольте, извините, 2 минуты. А, в этом году сезона не будет, с вашей точки зрения. Купаться там невозможно. А Железно. через сколько, по вашему мнению, через сколько лет, месяцев вот этот участок от, условно говоря, Утреша до Крымского моста, когда он будет пригоден для обычной эксплуатации? Мазут состоит из нескольких элементов. То есть активные токсичные элементы и тяжелые углероды. Тяжелый углерод, вот смола, которая в итоге коксуется и становится твердой, как пластик, коксуется за несколько лет. 3-5 лет в зависимости от активности ветра, солнца. То есть она абсолютно безвредна для организма человека. А активные вещества, то есть выйдут, ну, скажем так, испарятся за несколько лет. Я думаю, что через 3-5 лет природа, ну, сама экосистема, которая там сейчас находится, перейдет в состояние, то есть вот полностью самовосстановления. То есть, ну, как бы вот Понятно. эти вот. Сейчас вот именно этот год, он самый пиковый будет, сто В процентов. этом году Дальше все. сезона не будет. Я уверен, что вот этот запах смолы и пленки на воде за этот год никто не ликвидирует. Понятно. Отлично. Спасибо вам огромное за то, что присоединились и рассказали все, как было. Надеюсь, что в будущем, уже отработав на такой трагедии, как в Анапе, волонтеры с властями будут более организованно и координированно помогать общему делу. Спасибо огромное вам. Всего Вам хорошего. спасибо. До свидания.